От пациентки проблемы начались 10 лет назад: пульсация и головная боль, слабость, острая боль. Компьютерная томография верхней и нижней челюстей. Пациентка 66 лет. Дата исследования: 23 августа 2022 года. Дата рентгенологического заключения: 2 сентября 2022 года. На серии КТ-изображений в 3 проекциях визуализируются структуры челюстно-лицевой области. Верхняя челюсть справа, пневматизация и верхнечелюстной пазухи сохранена. Альвеолярные бухты выражены умеренно. Корни 16-17 зубов проникают в полость ВИЧ под слизистую на 3-5 мм. 11, 12, 13, 14 зубы. Состояние после эндодонтического лечения. Каналы равномерно до верхушки заполнены пломбировочным материалом. Периапикальная область без костно-деструктивных изменений. В периапикальной области 14 зуба умеренно расширена периодонтальная щель до 1,5 мм. 15 зуб. Состояние после эндодонтического лечения. Канал неравномерно до верхушки заполнен пломбировочным материалом. Периапикальная область без костно-деструктивных изменений. 16 зуб. Состояние после эндодонтического лечения. Каналы равномерно до верхушки заполнены пломбировочным материалом. Небный корень проникает под слизистую ВИЧ, которая локально утолщена до 3-4 мм вокруг корня. В периапикальной области признаки гранулемы размером до 3 мм, а также фрагмент пломбировочного материала, размером 2-3 мм, выведенного за верхушку. 17 зуб. Состояние после эндодонтического лечения. Каналы равномерно до верхушки заполнены пломбировочным материалом. Признаки выведения пломбировочного материала за верхушку язычного корня. Фрагмент 1,5 мм. Периапикальная область без костно-деструктивных изменений. Слева. Пневматизация и верхнечелюстной пазухи сохранена. Слизистая нижней стенки не утолщена. Альвеолярные бухты выражены умеренно. 21, 22, 23 зубы. Состояние после эндодонтического лечения. Каналы равномерно до верхушки заполнены пломбировочным материалом. Периапикальная область без костно-деструктивных изменений. 24, 25 зубы под коронкой. Состояние после эндодонтического лечения. В коронковой части и каналах металлические вкладки. Каналы неравномерно до верхушки заполнены пломбировочным материалом. В периапикальной области 24 зуба признаки гранулемы размером до 2 мм. В периапикальной области 25 зуба умеренно расширена периодонтальная щель до 1 мм. 26-27 зубы отсутствуют. Нижняя челюсть справа, 43, 44, 45 зубы под коронкой. Состояние после эндодонтического лечения. В коронковой части и каналах металлические вкладки. Каналы неравномерно до верхушки заполнены пломбировочным материалом. В периапикальной области 44 зуба спереди от корня признаки гранулемы размером 3-4 мм. 46 зуб. Состояние после эндодонтического лечения. Каналы равномерно до верхушки заполнены пломбировочным материалом. Признаки дефекта коронковой части. Рецидив кариеса. В периапикальной области переднего щечного корня умеренно расширена периодонтальная щель до 1,5 мм. 47 зуб под коронкой. Состояние после эндодонтического лечения. Вкладка отсутствует. Каналы равномерно до верхушки заполнены пломбировочным материалом. Периапикальная область без костно-деструктивных изменений. Слева. 31, 32, 33, 34, 35 зубы под коронкой. Состояние после эндодонтического лечения. Вкладки в каналах отсутствуют. Каналы неравномерно до верхушки заполнены пломбировочным материалом. Периапикальная область без костно-деструктивных изменений. В периапикальной области 35 зуба признаки выведения пломбировочного материала за верхушку корня. Фрагмент 1-2 мм. 36, 37 зубы. Состояние после эндодонтического лечения. Каналы неравномерно до верхушки заполнены пломбировочным материалом. Признаки дефекта коронковой части. Рецидив кариеса. Периапикальная область без костно-деструктивных изменений. Вздутие и деформации нижней челюсти не выявлено. Нижнечелюстной канал прослеживается отчетливо. Стенка не компримирована. Врач-рентгенолог Кайзеров Е.Ф. Вопросы пациентки: мое упущение, что не уточнила, где нет коронок. Рентгенолог во втором дополнении пишет об этом, что не знает, где есть и где нет коронок. 16 и 17 нет и не было коронок.
36 и 37 нет и не было. С 46-го неделю назад была снята коронка, так как под ней остро болел зуб. Если это пояснение поможет в более точном описании и расшифровке. Ответ врача-рентгенолога Кайзерова Е. Наличие коронок в общем не принципиально для ее дальнейшего лечения. Коронки стоматологи и без рентгена видят. Важно, что вокруг корней, а с этим вроде разобрались.